Что вы все время массируете себя? Да у меня рука и лопатка что-то то ли потянут. А что с ними случилось? Не знаю, что это такое. Болит. Чуть-чуть сюда, вот так вот. Чуть-чуть. Да, все, есть. Как зовут вас, представьтесь? Харитонов Юрий Николаевич. Дата рождения? 12 июня 1974 года. Откуда вы? Город Орел. Орел. Да. Угу. Как долго служили вы, не служили? Контракт, не контракт, расскажите. Ну, контракт заключил с 1 сентября 2022 года. Так. Сколько полных лет вам? 48. Что вас сподвигло в 48 лет вдруг заключить контракт? Ну, пообещали деньги. 170 тысяч в месяц. 170 тысяч в месяц? Да. Угу. Якобы воюют регулярные войска, артиллерия. Мы как бы в тылу. Ну, почему бы нет? А что, за тыл могут дать 170 тысяч? Ну, не, я не знаю, я подробности не вдавался. Надо, может, стоило повдаваться сначала в подробности, потом уже. Ну, наверное, да. Давайте по порядку. Где вы этот контракт вообще нашли? Почему вы решили? Кто пообещал? Ну, то, что говорили там многие, то, что идут по контракту, там многие уходят, приходят, там какие-то деньги получают. Пришел в военкомат, сказали, да. Все, отправили. Приехал в Валуйки. Ну и заключили контракт. Пошли в военкомат. Да. В военкомате что говорите? Хочу воевать? Не то, что воевать, а по контракту. Ну, там мне рассказали, что вот такая зарплата, все. Активных боевых действий таких нету. То есть нормально все. Угу. То есть вам сказали, что вы поедете где-то в тыл, и вам за это заплатят? Ну да. А в тылу чем должны были вы заняться? Ну, блокпосты, все вот это просто. Охранять что-то должны? Да. Вас не беспокоило, что это чужая страна, что сюда надо ехать, что тут война? Ну, понимал, конечно. А говорите честно. Ну, не беспокоило, понимал, конечно, почему не нет. Понимал. Ну. Вы за деньги сюда поехали? Ну, получается, да. Чем-то еще, кроме денег, вы мотивировались? Нет. Нет. Понятно. Семья есть у вас? Есть. Кто? Дети? Жена? Гражданская жена и дочь 3,5 года. Дочь ваша? Да. 3,5 года. Да. Хотели ей заработать денег? Да, на стройке получал 30 тысяч, не хватало, думал, заработаю. Это вы в Орле прям работали на стройке? Да, Орел строй. Угу. И 30 тысяч на стройке получали, да? Да. Этого не хватает. Но 30 тысяч, насколько я понимаю, это у вас небольшие деньги. Нет. А что вы на стройке делали такого? Дорожный рабочий. Дорожный Да, рабочий? ОСУ-2 – это участок благоустройства. Угу. И рабочий специальность дорожный рабочий. Ну, то есть там асфальт, все это прочее. Асфальт укладывали? Да, ну помимо этого там другие работы, бетонные работы. Ну вы как разнорабочий, да, получается? Нет, это не как разнорабочий, а участок благоустройства. Ну то есть это какой-то профессиональный, детские площадки, трубы. Ага. Все это наша тротуарная плитка. Понял. И вы решили подзаработать денег? Да. Ну а вы понимаете, сейчас уже вообще вы понимаете, что тут война идет настоящая, что тут людей убивают, что Да, это не бизнес приехать заработать Да, денег? да, сейчас многое понимаю. То есть вы можете ребенка кого-то, чье-то дитя убить вы можете, Ну да, сейчас чтобы привезти своему конфетку, понимаете? все понятно сейчас, да. Понятно. Ну расскажите тогда, когда вы попали в Украину, что дальше было? 4 числа мы пересекли границу. Мы в колонию доехали. Ну, мы не понимали вообще, куда везут, нам не говорили. Начну с этого, что мы не понимали, куда везут. Ну, в конечном итоге выехали через Изюм и, в общем, в лес. Заехали в лес. Угу. Деревня Сулиховка, деревню проехали. И получилось так, что на передовой мы блиндажи приехали. Ну, так вы же уже на передовой блиндажи приехали. Ну, Вам это... говорили, что вы будете блокпосты. Ну да, мы приехали. Так надо было уже сказать, что подожди, меня ж тут говорили блокпосты охранять, а я на передовую. Ну, приехал. уже поздно было Что за дела? говорить. Не говорили такого ничего? Ну, между собой, конечно, разговаривали, что непонятно что-то. Куда попали, тем более никакого точного нам задачи не поставлено было.
Просто разместили в блиндажах, которые свободные были, и все. Ну, Конкретной задачи никакой не получали. погибшие в результате были? Не было. Не было. Мы только были под обстрелом. Под обстрелом. Мгм. Бомбили, ну и все, больше ничего. Да, дальше. Все. И потом ночью, вот тот последний день, когда ушли все с лагеря, мы пошли в Сулигуку за сухпаями, пришли ночью, принесли сухпаи, сказали, что как действующие контрактники, или как там они выразились, в общем, 90 человек должны поехать в Изюм. Ага. Остальные остаются здесь. Ну и все. А что в Изюм? Понятия не имею, никто ничего не доводил. Угу. Конкретно никто ничего не говорил. Так. И все, мы пошли в эти блиндажи. А сколько всего там у вас народу было? Точно никто не знает, там от 90 и больше Ага. человек. Точно не знаем даже. А вооружение какое было? Вооружение, в основном автоматы, все. Ага. И на какой день вашего пребывания там в этих блиндажах они поехали? Где-то 6 дней прошло. 6 дней пошло. Да. 6 дней вы сидели, ничего не делали? Ничего не делали. Ходили за водой в ручей, ходили за сухпаями, Сулигуку. Ага. Все. Угу. Ну все, и потом мы утром проснулись в лагере, все как на месте, вроде бы, как думаем, ночью был вот это вот кипиш, думали, что спят еще все. Но потом с поста пришли 3 человека, сказали, что на постах нет никого. А куда они делись? Все снялись ночью. А вы чего не сняли? Мы остались 4, я не знаю, почему нас Сколько вас человек? 4 человека в лагере и 3 человека с поста пришли. На постах уже не было никого, техника Так брошена. мы уже общались с этими людьми, возможно, Да. с этими. Да. Так они сказали, что они отказы написали. Отказы, да, писали отказы, я тоже собирался Воевать. писать отказы. А, вы собирались так писать? Да, потому что я посмотрел, они пишут, никакой реакции вообще. Надо было выезжать оттуда, и тогда уже, потому что никто там ни на что внимания не обращает. Ну. И все, и потом начали выходить. Из вещей практически ничего не брали, покидали все. Ну все, шли пешком. Дошли до Сулигуки, там не было никого уже вообще. По дороге брошенная техника. Дошли до, как оно называется, Донецкое село, по-моему. Ага. До Донецкого. Там тоже технику увидели. Попали под обстрел, не знаю, кто по нам бил. Ну, прилетело хорошо, вот залегли. Вроде все целы. Перешли речку. Все. В каком-то доме переночевали, там мокрые были. Ага. Утром пошли, и все, зашли в Изюм. Мы толком не знали, куда идти. И местность ничего не знаем. Мы в концовке на украинцев, на засаду украинских военных Да. зашли. И Ну, всё. дальше понятно. Дальше понятно. А вот я слышал, что у вас судимости там Да, судимость была по молодости, 26 лет. один раз. Да. Куча мастей всяких. На это глупости по молодости. А что там за татуировки? Иисус Христос. И, Иисус? да, на И что спине. Ну и такие всякие заноски. Свастик нету никаких? Нет, нет, Ничего точно нету, да? нет, нет. Это точно. Нет, судимость давно погашена, я юридически не судимый. Да, судимость это... Вы же не с зоны поехали. Нет, как нет, нет, у некоторые. меня давно погашено все. Как некоторые. Нет, нет, А знаете такие случаи, что с Нет, зоны едут? такого не слышал, не встречал. Я еще. уже слышал. У Нет. нас уже попадались парочку таких видео. Я Ждем, скоро будет интервью с ней. в 2008 году я освободился, судимость погашена уже давно. В 2015 или 2016 году погашена. Я уже... Ну, смотрите, так не сильно легко разговаривать, когда вы все время... Вам видно, что-то реально там больно, да, короче? я вот так посижу. Да? Не, я не буду вас тиранить этими историями. Если вам тяжело, Нет, нет, то нормально. разговора у нас не получится. Ну, если нормально, то тогда расскажите про вообще, что вы об этом во всем думаете. Ну, то, что что-то не организовано все это, и как-то, не знаю, не ожидал то, что в армии может быть так, вот так бросить.
неорганизованно отступить, то есть какое-то сумбурное отступление получить. Угу. И все? Все, что вы можете сказать по этому поводу? Ну, все, я не знаю, какие вопросы могу ответить. Нет, я спросил, в общем, что вы думаете. А что вы можете передать тем, которые сейчас, вот как вы, там где-то асфальт кладут и решили вот поехать денег в Украину подзаработать? Ну, пусть еще раз подумают. У каждого свое мнение на этот счет. Кто зачем едет, кто, я не знаю. Ну, я бы не советовал лезть в чужую страну, в чужие дела. Это пусть решают политики. Нам там делать, я думаю, что нечего. Притом с таким отношением к военнослужащим, с таким обеспечением. В общем, вот так вот. Димы нету сейчас. Он отошел. У него телефон специальный, с которого мы звоним. Я с обычного телефона не звоню домой. Значит, есть у нас несколько вариантов. Сейчас он придет, вас снова приведут. Я пока с другим поработаю, пока он придет. Потом вас снова приведут, мы попробуем дозвониться туда, до вас. Второй вариант. Мы сами попробуем дозвониться. Если дозвонимся, тогда вас приведут. Если не дозвонимся, то тогда вам скажут, что мы не можем пока что до вас дозвониться. И третий вариант, который в любом случае работает, да, как бы там ни было. Будем мы дозаписывать. То есть, если вас приведут, мы опять включим запись, вы позвоните, поговорите. Третий вариант, если мы не сможем дозвониться, вы можете прямо сейчас передать своим все, что вы хотите передать. Они, я думаю, что увидят это. Ну, в Ютубе. Да, они наш канал все смотрят, знают, вас там не ищут. сидит в Ютубе. Ну, кто-то все равно-то придет, покажет. Я думаю. Я даже не знаю, что, как по телефону бы сказал так. Ну, что бы вы сказали по телефону? Я сказал бы, чтобы пришли родственники мои, кто слышит, чтобы пришли в военкомат, сказали, что я не без вести пропавший, живой, в плену. Это стандартная инструкция, да. Ну и что там, какие там действия? Какие там действия? Действия такие, что после того, как вы попадаете к нам на видео, вы, по крайней мере, перестаете там у себя считаться без вести пропавшими или погибшими, становитесь, вас там, может быть, в лучшем случае занесут в список пленных. Ну а по поводу обмена, это уже насколько там ваши быстро захотят вас забрать и нам нашего отдать вместо вас. Вот и все. Вся история. То не Дима? Не Дима. Все, сейчас, если, в общем, ну, получится у нас такое короткое интервью, если мы не сможем дозвониться, то на этом все. Если сможем дозвониться, то запишем, вас приведут. Без проблем. Мы всем даем звонить, не переживайте. Просто сейчас. Ну, просто хотел узнать, хотел за дочь, по дочери. Я понял, мы попробуем дозвониться. Я вам серьезно говорю, попробуем дозвониться. Номер вы дали, все. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Перепелица Алексей Васильевич. Алексей Васильевич, вы понимаете, что это добровольное общение между нами? Знаю. Знаю. Можете отказаться, если не хотите говорить? Нет. Не хотите отказываться? Ну что, тогда давайте поговорим. Дата рождения? 1976 год. Ближе к столу. Прям можете руки положить, свободно сесть. Вообще как вам 1976 год, 30 июля. удобно. Откуда вы? Город Алексеевка, Белгородской области. Алексей, Белгородской области. Так это совсем вот рядом с нами. Да. Что, вы боялись, что мы на вас нападем, да? Да нет. А что вы сюда пошли? Ну, пропаганда у нас была такие, что деньги платят неплохие. О, давайте сразу. Пропаганда или деньги? Но деньги, так Деньги? сказать, потому что у нас работы не особо. То есть, если вы пропаганда, но без денег, то не проходит. А так деньги главный мотивирующий фактор. Давайте по порядку. Вы служили срочку когда-то, Нет, да, наверное? никогда Вы вообще срочку не не служили? служил. Так, а какой у вас военный опыт вообще? Никакого. А где вы работали? Грузчиком. Магазин закрылся, у нас расформировали. Без работы сидел. Угу. Семья есть? Есть. Дети есть? Дочь, сын. Дочь, сын. Взрослый уже? Дочери 15, сыну 12 будет скоро. 12. Угу. И вот вы, я так понимаю, решили подзаработать. Вроде того.
Ну да, в военкомате обещали там ничего сложного, где-то будешь в РМО, запчасти подвозить, там технику ремонтировать. Такого особого ничего нет. Я не знал, куда ехал даже. Граждане России, которые смотрят это, не знаю, какое по счету видео, вы понимаете, что вас всех обманывают? Вот всех. Ну, все, кто кроме вас рассказывают, все. Говорят, что нам сказали, что ничего такого делать не надо. Я знаю даже знакомого, у него сын по контракту тоже пошел, в оркестре играет. В оркестре играет? Да. Где? Ну, в Валуке где-то тоже там. Не, а это не тот бигборды, оркестр, даже музыканты набирают. Это ж набираем музыкантов и стоят вооруженные вагнеровцы. Может, он про этот оркестр? Я не в курсе даже. Не, он в реальном оркестре играет. В реальном, да. В реальном. Музыкант. Музыкант играет в оркестре, так это ж такое дело. Он просто Белгородское училище окончил там Ну вы что, не музыкант? частично. Тоже музыкант. Не, ну как, я играл лет 10 по свадьбам. По свадьбам. На Но вы же клавишах. не играешь шли? Не в оркестр? Нет, нет. Понял. Итак, значит, какого числа вы пришли в военкомат? Примерно. Так, в пятницу я пришел. Это месяц какой был? Сентябрь? В августе. Август? Да, вот перед отправкой. В пятницу я пришел, ну, как бы... Это вторая половина августа, середина августа? Да, это вот уже конец августа. Конец августа. Понял. В пятницу я пришел во второй половине дня, там, ну, документы быстро тяп-ляп, оформили, когда Нет, готов. вот интересно, вот вы пришли в военкомат, да, вы говорите, добрый день, я, значит, что я пришел? Не, ну у нас был День города перед этим, там Так. агитация шла, что вот, Давайте, да. давайте, да. Бить кого? Нет, не бить, а просто давайте присоединяйтесь. К чему? Ну, мне интересно, как вам это аргументирует? Ну, я даже не знаю. Ну вот, вам сколько полных лет? 46. 46. Может быть, в Украине у вас есть родственники какие-то или еще что-то, или знакомые Нет. какие-то есть? Не, ну у всех когда-то были. Там, Когда-то были. мы- Вам тут рассказывали я считаю, про нацизм, про какой-то еще, про что-нибудь? Рассказывали? Нет. Нет. В России сейчас рассказывают, что здесь надо освобождать каких-то людей от каких-то нацистов. Да, была такая Есть такое, правильно? политика. Да. Мы вот не понимаем, каких это людей надо освобождать от каких-то нацистов. До сих пор вот понять не можем. Потому что идет конкретно борьба за территории. Россия вторглась для того, чтобы отобрать себе территории. Плохо получается. Мы забираем себе эти территории постепенно обратно. Дальше. Где нацисты? Лично я на своем уровне не понимаю вот этой неразберихи. Зачем нам, ну, как россиянам, чужая территория? Давайте чуть-чуть я сделаю уточнение. Человек из Белгородской области, правильно? Да. До границы 70 километров. До Ну, от Алексеевки Да. 90. То есть Ну, он полностью знает все, что происходит на территории Украины, так же самое, как мы. Потому что там идет куча наших машин, до войны ехала, правильно? ну, Там смешание украинцев на вашей территории максимально. Ну, я же правду ну, говорю? мы, так сказать, я считал одну целое это все. Да, поэтому он на вопросы про нацизм, он знает ответы 100%. На все вопросы. Про языки. Все он это знает, и вот про это интересно поговорить. Потому что он, по сути, грубо говоря, 20 минут и Украина. Понял. Это не Правду какая-то... он говорит? Откуда к вам ехали из Украины? Можете что-нибудь об этом рассказать? К нам. Ну да, через вас, к вам, не знаю. Контакты какие-то, может быть, были с людьми. Ну, я не знаю, ну, я ни разу не встречался с этим. Ну, ездили там, где граница у нас. Харьковская область. Ну, вообще. Ну. Да нет, по-моему, там где-то в другом месте. Там поселок, я не знаю. Короче, не очень получается разговор, о котором ты говоришь. Мне как-то не складывается. Не, ну я не сталкивался с этим, чтобы ездить куда-то, или чтобы кто-то с моих ездил Понятно. через границу. Ну, в общем, украинцы к вам ездили, если ездили, вы там нацистской символики никакой ни на ком не видели, ни Ничего призыва к такого. чему-либо, и нормальные Нет, отношения, и все было нормальные нормально, отношения. да? Да, понятно. Раньше мы в Украину ездили, вот Купинск,
О, Скуплялись за салом, колбасой. В 90-е явы тогда в цене были. В Харьков ездили за явами, явы покупали. а Своим- за салом, колбасой в Купянск это уже позже? Там тоже 90-е. Тоже 90-е. Познавали. Вы говорите, зачем России территории чужие нужны? Я просто не понимаю. Это надо не когда вы в плену находитесь спрашивать у журналиста, хотя я вам могу, конечно, объяснить. А желательно, будучи в России, попытаться подумать, зачем вашему фюреру вдруг потребовались чужие территории. Ну, потому что если логично на это на все посмотреть, объективно, другого объяснения, как только попытка захватить Украину, здесь нет никакого. Ну, потому что она была. Ну, это глупо отрицать, это невозможно отрицать. Она была. Вы стояли под Киевом, ваши войска. Их выбили. Потом выбили чуть дальше. Потом еще чуть дальше. Вы, в частности, уже были свидетелем, как их выбили из-под Изюма, я так понимаю. Правильно? Или откуда? Да. Ну. А зачем? Что у него в больной голове за фантазии? А в своей стране порядок не проще сначала навести? Опять вы мне задаете этот вопрос? Не, ну Хороший я вопрос. просто так Хороший. рассуждаю. Правильное рассуждение. Да. Есть в России проблемы свои? Всегда они были. А что же у вас по телевизору одна Украина, если у вас свои проблемы есть? Ну, я что спросил про нападение, потому что вот вы из Белгородской области, а вам по телевизору на полном серьезе рассказывали о том, что мы на вас напасть должны были. Не должны были. Во-первых, не с чем, во-вторых, и мыслей таких не было даже. Как говорили, Белгород, прилеты были. Там на границе еще прилеты какие-то Нет, были. так это уже все после того, как вы вторглись. Извините. Тут не поймешь, кто эти прилеты обеспечил. Либо ваши, чтобы вас раздраконить, либо, может быть, действительно от нас что-то прилетело. Никто не знает. Но это уже было после вашего вторжения в Украину, а не до никак. Ну, правильно или нет? Правильно. Ну, о чем говорить? А сейчас дальше, кто его знает? Сейчас уже никто не разберет, где будут эти прилеты, не будут. До тех пор, пока вы не уйдете уже с нашей земли, сейчас будут люди гибнуть. И я с первого дня это говорил, что, ребята, будет очень много смертей, очень много кровопролитной, и длинная будет война, и страшная для всех. Это никому не надо. Если вы там у себя начнете вдруг ощущать то, что мы ощущаем полгода, то до вас наконец-то все дойдет. Что происходит? Когда люди гибнут, когда ракеты прилетают в дома жилые. Вы знаете, что ракеты прилетают в дома жилые? Нет. А, вы не знаете этого? Понял. Вы только попали в плен, вам покажут все видео, фото. Я сейчас не буду на этом заострять внимание, чтобы у нас не получилось просмотр каких-то роликов вместо нашей с вами беседы. Расскажите просто тогда свою историю. Так, с районного военкомата меня направили в Белгородский. С Белгорода нас собрали группу в составе 6 человек и повезли под Валуйки в военную часть. Так. В военной части мы перекантовались около суток. Потом... это не военная часть, это дивизия была. Большая. Потом оттуда нас отвезли, уже собрали, не знаю, сколько у нас человек было, 20-25, может. Отвезли в военную часть под Богучар где-то. Одели в дивизии еще, дали вооружение в части. Посадили на машину и повезли. А куда повезли даже? Как кошат. Приехали мы, где-то часов 5 ехали, проезжали, выглянули, глянули, знак Изюм. Изюм проехали мы. Дальше за Изюм выехали, повернули вроде как бы направо, говорили, что в часть едем. Приехали, это оказалось не часть, а простая посадка.
ну, блиндажа 3 там Так. стоит, остальное окопчики такие. Мгм. Чисто спят на своих вещах. Всё. Мгм. Ну, вылезли, сразу начались прилеты. Там такое. Мы же сразу уже не поняли, что не туда попали мы. Мгм. Нас построили, ну, посчитали все это. Вроде как бы поделили по взводам всех новобранцев. Ну и день мы, грубо так, ну как, присматривались туда-сюда, привыкали к обстрелам. С той стороны летит, и с той стороны летит. Ну, Да. Это прям как 8 лет. Люди жили оттуда там. летит и оттуда летит. И мы между ними в этой посадке. Мгм. Ну, первое, что нас научили, откуда-то слышать и падать. Ну, пришлось немножко зарыться. Так. Ну, так, лежачий окоп, чтобы от мин. На следующий день нас повезли на стрельбище. Где-то опять в район Изюма. Долго ехали. Там в каком-то сарае мы отстрелялись. Под ворожка. У кого сносно, у кого как. Ну, у нас больше половины, никто, ну, так же, как и я, и не служил, автоматы не держали в руках. Ну, вроде сказали сносно, так это. Отвезли опять в посадку эту, и с этой посадки опять же... Я прошу прощения, это вы первый раз в жизни стреляли? С автомата? С автомата, да. Понятно. Отвезли, опять же, в эту посадку нас, потом группировали. Это наша была третий взвод, да. Третий взвод сформировали и бросили нас в название, как он, лес, как его. Шервудский лес. Да. Есть такое там это. Выразились на позициях, там было все окопы уже. Там наша задача была, ну, типа блокпоста, чтобы не пропустить никого. Но там невозможно было кого-то смотреть, пропустить. Постоянно шли прилеты. Мгм. Только успевали что пригинаться и нырять. Благо окопы в полный рост были. Но еще и с накатом. И мы там просидели 7 дней. Хотя про нас забыли, так сказать. Должны были через 3 дня забрать. Забыли, что мы там есть. А связи не было? Связь была только у одного взводного, рация. А что вы ели? Если Ели, питание было хорошее, совпаи, типа, там. в достаточном количестве? Я имею в виду, когда вы понимаете, что вас забыли, вы же, наверное, пытаетесь связаться? Мы взводнику говорим, давай связывайся. Да, вот машина ушла, связи сейчас нету, там, ну, такое. Ну, потом на 7-й день приехал БМП, мы быстро погрузились и уехали оттуда. Опять же, на это, там, где стояли, в эту посадку. В этой посадке мы переночевали, вроде думали, расслабились, а утром погнали нас за Изюм. За Как погнали? Ну, Сказали передислоцироваться? да. Хотя это, как по разговорам было, это вообще не наше направление. Типа на помощь. А какая помощь? Мы приехали, 2 БМП туда, по-моему. Оказывается, оттуда, которые были перед нами, драпанули. Это уже потом мы узнали. А танки стояли перед нами. Но танки не отстреливались. Прилеты были... В общем, мы еле успели окопаться. Не знаю, как мы там день выдержали. Взводника полголовы снесло. Неразбериха. Командовать некому. Как снесло полголовы? Мина прилетела. В голову прям, что ли? Я не знаю. Осколком? Ну, потом уже его вытащили, погрузили, увезли. Вы своими глазами видели? Нет.
А сколько человек было тогда 200-х, 300-х? Взводник точно. И пару 300-х, наверное. Ну, дальше. Ну, а мы сидели, как придурки, в этих маленьких окопчиках, ждали прилета, и сидели, крестились, что попадет, не попадет. Головы не дали высунуть. У меня была мысль взять эту белую тряпку и выйти. Чтобы... А куда? Миномет насколько бьет, я даже не знаю. Понял. Подготовка. Наступила темнота. Не знаю, откуда поступило распоряжение. Мы опять погрузились на БМП и ретировались. Ночевали в посадке. Потом утром мы, какой дурак эту команду, собирались вообще на Изюм, типа там... После этих прилетов все решили с нашего взвода писать отказные по контракту. Но утром мы проснулись, нас опять куда-то командир полка, по-моему, показал нам наше место расположения. Я довез. так из вашего разговора понимаю, что настроение среди вас там было не сильно боевое. Да, конечно, кому охота болванку в голову получать? Не знаю, есть такие, которые рвутся. Я могу сказать, что охота всем тем, кто вообще сюда поехал. Ну, дураки, потому что. Ну, я не В том числе и я. Дураки, не дураки, ну. Он этого не говорил, это вы сами сказали. Ну, и что Потом дальше? нас привезли, я не знаю, как это место называется. Ну, тоже где-то выше Веселого, и поворот куда-то там. Тоже посадка какая-то. Со стороны Харькова, я так понял. Мы высадились. Одно БМП. Нас было 10 человек, взвод, то, что осталось. Кто поразбегался. И одна ЗУшка на БМП. То вообще не с нашего было. Нам поставили задачу, если пойдут по дороге ну, эшелон или колонна, ну, короче, сообщить по рации. Да. Ну, мы вроде кое-как окопались с наступлением темноты. Поехали танки. На вас или от вас? На нас. На вас. Сколько у вас человек было? Взвод 10 человек. Вместе с БМПшками. Ну, А остальные куда подевались? Не было никого. Сколько Все. танков поехало? 2 танка и одно БМП, по-моему. Что у вас? Никто не захотел броситься на танк, Заграничные. чтобы остановить? Не было желающих? Ну, короче, все побежали в рассыпную. Убегали. Да, в том числе и А, я. ну ладно. Не может быть. Да это тут кино даже не снимешь, понимаете? Там вы же должны были рассказать историю, вот это, принимая огонь на себя, или как там? Огонь на себя. Так, если душа такая едет, какой огонь на себя? С калашом на танк. Как во Вторую мировую. Ну, короче, танк начал валять В сводках деревья. российских там пишут, что там один какой-то 20 человек было да, 400. перерезал 250 наемников НАТО и 100-500 миллионов танков перебил, короче говоря. Не- Это. не знаю. Да, спустил все Мы колеса когда в танки, стреляли- дроны позбивал еще с рогатки. Нам даже инструктора говорили, не пытайтесь строить из себя Рэмбо. Говорит, ничего из этого хорошего не получится. Тут это единственное, наверное, что они... Единственный дельный совет. Просто сдерживайте там, ну, как, не пытайтесь никого-то убить, там, сдерживайте это, наплыв. чтоб- Наверное, это первая правдивая фраза, Владимир, за последних там, 50 интервью, где что-то отдельное там сказали кто-то, Инструктора. инструктора. Говорит, не пытайтесь строить из себя Рэмбо. Не часто они говорили такое. Ну тут они не правы, надо было, чтобы шли на танки. Конечно. Инструктора. Если Нет, вы слышите- неправильно, буду спорить с тобой. Шли бы на танки, не оказались бы здесь, не оказались бы здесь, не Инструктора стали бы не за инструктировали, как сдаваться в плен? Что говорили за плен? За плен вообще ничего. Ну, а то, что там пальцы вам отрезают, там члены отрезают, Ничего. все такое прочее. Нет? Только по стрельбе и санинструктор. Мгм, понял.
Короче говоря, вы, да, не сильно были проинструктированы, я так понимаю. Я потерял нить рассказа там, где вас осталось 10 человек. А было вас изначально же много, я так понимаю. 10 нас приехало вместе с водителем и Не, наводчиком. я понял, так а и с вами же еще кто-то был же? Или Нет, вас вот это они в другую сторону поехали. Нет, Вторая, сюда на последней второй- позиции да. 10. 10 Да, человек 10. привезли, а остальные куда-то поехали. Да. И я не считаю только ЗУшки. Я не знаю, сколько там ЗУшки сидело. Ну, в смысле, Я понял. А что это был за тактический ход такой? без Они понятия. хотели, чтобы вы в 10 остановили наступление или как, я не понял? Нет, я так понял, что надо было передать по связи, что движется в сторону. Так, ну хорошо, вы передаете по связи, что движется в сторону. И дальше что с вами? Вы смертники? Тот, у кого была радиостанция, начал передавать, связи нет. Получается, мы смертники. Ломанулись все, куда мог. Я ломанулся через поле, встретил сослуживца, и мы пошли через поле ночью. Как нам говорили, добирайтесь, если что получится, добирайтесь до Изюма. Ночь мы шли поза трассой, ну, в сторону Изюма. По указателям там, ну, нашли кое-как, не знаю, сколько это километров, протопали. И уже не доходя до Изюма, ну, я так понял, мы думали, Изюм вроде все-таки российскими войсками был занят. Ну, уже глянули, там 7 километров осталось. Идем расслабленные. Тут из-за поворота выезжает машина. И что, говорит, Хандыхов? Мы в кювет бросились, крикнули «Хандыхох». Они на машине. Ну, не «Хандыхох», а типа, стволы на землю. Стволы на землю. Вы просто знаете, уже понять не могу. Вы с кем воюете вообще? Сначала мы знаем, что вы воевали с какими-то группами нацистов непонятных. У вас по телевизору так говорили. Ну, когда ваш фюрер денацификацию объявлял, он говорил про какие-то группы нацистов, с которыми вы воюете, а остальным предлагал оружие там сложить и так далее. Как-то оно все шло с нацистами. Тут бац, и с НАТО вы воюете. Ну, сейчас уже по телевизору у вас везде говорят, что воюете с НАТО. С мощнейшей армией, НАТО и так далее. А где в этом всем, где в этой схеме вооруженные силы Украины? Их что, нет? Я украинского солдата только увидел после плена один раз. А в За плен это- вас за кто это- брал? Я так и не понял. Он по-английски говорил? Нет. По-русскому. По-русски? По-русски. Вы подумали, он русский? Не знаю, ну, это их пикап или как, ну вот это что, они Да. стреляли с машины по нам. Да. Сослуживца 200-й сразу. А по мне, у меня Библия была в вещмешке. Очередь прошила Библию и зацепила ребро. Хоть что-то бочину. кинематографическое в вашей истории видите? Библия спасла вам жизнь. Библия спасла мне жизнь, да. О. А когда вы в церкви были последний раз? Ну, я человек православный, ну, не особо на Пасху. Не, ну вы сейчас перекрестились. Обычно так делают те, кто там каждую субботу или воскресенье, не настолько там. Да что ты эту тему религиозную Ну, всё время просто хочешь у нас зацепить? впервые на интервью человек перекрестился. Так, и что Я, дальше? я посчитал, что он ходит в церковь там каждую неделю, например. А Не, тут ну вы- каждую неделю я не такой уж сказать Ну, вы сильный. такой, как я, на Пасху разговеться. Ну, не то, что разовец, это, как Нет, сказать, не такой, как ты, потому что ты не хрестишься. А он хрестится. Понятно? Понял. Все. Я имею в виду, лучше бы вы хрестились перед тем, как в Украину идти. Точнее, не перед тем, а перехрестились и в Украину не пошли. Потому что нельзя убивать людей. нельзя. Ну, а вы же пошли убивать людей или что пришли делать? Я не собирался убивать. Понятно, вы все не собирались. Я тут 400 человек уже поговорил. Я думаю, к 500-му идет. Все не собирались. Ну, меня связали после этого.
Забрали документы. Понятно, что вас Не, ну, взяли в плен, всё, это все, поэтому все Это было понимаем. 10 числа, и с тех пор я в плену. Всю вашу банду, ну, в смысле, группу взяли. Подождите, вас взяли... Нас было, мы шли вдвоем. Вдвоем. После обстрела, когда... Все разбежались, спасать, да. а вы вдвоем скучковались, Да. сгруппировались и шли. Все, теперь. Да. А то я думал, что вы всей десяткой пошли. Все, понял. А остальная их судьба? Даже не знаю. Подпиши на картинке это интервью включить на ночь. Типа, если кто заснуть не может, шикарно зайдет, я тебе говорю. Я лично Вы уже... фамилию взводника помните? Нет. Того Того, взводника... кого убили. Убила? Нет, я знаю позывной по рации. Партия. Партия? Он Ди- офицер? Лейтенант? Хотели лейтенанта дать ему. Но полголовы снесло. Да. Ну, его представили. Так же. я вам уже хоть договорю. В Украине не воюет никто, кто не входит в состав вооруженных сил Украины. Ну вот в Украине с нашей стороны, с вашей, то там непонятные какие-то ЧВК, там Вагнер, ну это наемники-убийцы, да, воюют. Такие, как вы, тоже не очень... Не, ну такие, как вы, это понятно, у нас такие в теробороне есть, территориальной обороне. Люди, которые нигде никогда не служили, пришли защищать, потому что, ну, по своему собственному желанию, свою землю защищать, да. А все они, и даже те, которые там иностранцы к нам приезжают, у которых там корни из Украины, да, все они это часть вооруженных сил Украины. Никакие не наемники. Это все люди, которые по контракту прошли там подготовку, проверку и вступили в ряды нашей армии. Потому что вам там рассказывают, что у нас наемники. А вас могли брать в плен, если они говорили по-русски. У нас в Украине вообще, если что, многие говорят по-русски, и за это ничего никому нет. Не страшно. Ну, вам же рассказывают, что у нас говорить запрещают по-русски. Я как-то далек от этого. Вы пришли конкретно за деньгами. Ну, да? Ну, за деньги. Ну, да. Конкретно. Правильно? Не будем выдумывать. За деньги, так за деньги. Вам платили деньги? Нет. Ну, я в Украине сколько? Я 10 дней только. Не успели. Да. А должны были как рассчитываться с вами? В конце месяца? За какой период должны были закрывать зарплату? Я же говорю, не знаю. Ну как вы шли, подписали? Ну, я подписал контракт на 3 месяца. Что там было написано про деньги? Кто его читал? Вы шли заработать денег. Это должен был быть ключевой вопрос, который должен был интересовать вас. Иди и поспілкуйся. У меня нет вопросов, серьезно. Я могу сказать, все, спасибо. Ну, В принципе, позвонить. понятно. Позвони. Вот оно что. Это подожди, на. Да не, ну давай, что, там- давай звони. Давай. Да, так расскажите, за деньги... Да, он бы вы- дал вам позвонить в любом случае. Да, позвони. Я шел сесть туда. Я Звонок же говорю, это ну может мы быть поняли единственный интерес. всем взводом, что собрались писать, это какие нам деньги. И денег не рады. После этих обстрелов утюжили. Ну, что вы хотели писать? Отказ вы хотели писать? Так Да. тут все почти, кто сюда приходит, говорит, что отказ хотели Не, у писать. нас много с посадки ушло. Первый раз 4 вообще даже никому ничего не сказали, пешком ушли. Куда ушли? На дорогу. А что там? Ну, там говорили, слух ходил, что гуманитарные автобусы ходят. Что запрыгиваешь, там доезжаешь. Домой, правильно? Да. Вот это ребята. Вот это молодцы. Нормально. Хоть здесь дошло уже до них. А вы Что чем надо пришли? делать? Собирались. Собирались. Просто сидели, думали, как они, ни документов, ничего, могут уехать. Ну так, Нам было взяли и просто- поехали к себе. Нас и комбат или как Вот его. этот номер, точно? Самый верхний. Да. Он неправильный. О чем неправильно? Потому что... Ну, посмотрите, видите, может, цифры что какой-то нет там. 8 906 600. пишет. Ну, ошибка, видите, какая? 8 906 601 02 32. Правильно. И пишет технический сбой, это ошибка, когда неправильный номер. Ну, тогда не знаю. Номер правильно. Передайте, что вы хотите передать, пока Дима может что-то там нашаманить сейчас. С видео это все равно посмотрят, ваши там смотрят, ищут, кто в плену.
Российские парни. Нечего делать в Украине. Не стремитесь сюда. Живите на своей земле. Это было обращение к россиянам. В принципе, я тоже о нем хотел бы попросить, но я имею в виду к своим. Там обратитесь, что вы хотели сказать жене, там, детям. Вы нормально, вы в порядке, все. Целый. Ничего вам не отрезали. Не, ну, ранение есть, но Медицинскую помощь оказывают. легкая. Ну, все. Смотрите, Вашей жене надо идти в военкомат. Мы разведены. Ну, вашим близким, любым, кому ваша судьба не безразлична, надо идти в военкомат, нести туда вот это видео, которое наше с вами, показывать, что вы не без вести пропавший, не дезертир, там, не погибший, а вот вы есть, и пусть вас вносят в список пленных, ну и готовят, собственно говоря, на обмен. Ну, то есть, а для того, чтобы вас подготовить на обмен, надо, чтобы вместо вас дали кого-то из наших. Там есть наши пленные, они их отдавать не хотят, понимаете. а дети есть? Сын, дочка. Я думаю, что они увидят. А знаете, чего они не хотят отдавать, наших и вас забирать? Почему? Потому что им на вас наплевать. С Ну, самого так мы- начала и по сей день. Мы это уже поняли, когда я шел по дороге. Один блокпост пустой, и оружие лежит. Всё. Вам доказывать не надо. Ну, Второй блокпост тоже. Как так? Даже вещмешки, сигареты брошены. Я говорю, как люди даже могли бы сигареты бросить? Я говорю, я не понимал, что случилось вообще. Ну, драпали потом. Почему? Потому что Это драпали. неплохо драпали. Ну, очень даже неплохо драпали. Все это у нас запечатлено, все эти видео. Все это есть. Просто надо хотеть увидеть правду. И все. Надо хотеть ее увидеть. Надо ее хотеть найти. А что, если у вас не хотят ее искать? Эту правду. Ну что, не получается? Смотрите, я попробую через разные истории дозвониться по этому номеру, но пока я думаю, что он неправильно. Если мне получится дозвониться, вы узнаете про это и пообщаетесь. То есть вы- Да, ну мы пока что заканчиваем, а если получится у нас дозвониться или списаться как-то, то Ну, этого номера нет. попросим вас, приведем. Представьтесь, как зовут вас? Лаврентий Виктор Юрьевич. Дата рождения? 28.08.1980 года. Откуда вы? Псковская область, Великолукский район, деревня Поречь. Вы не псковский десантник. Нет. А где вы служили? Под Питером, Сертолово 2 учебки. Потом в Кабардино-Балкарии, город Прохладный. Должность, звание? На данный момент Ну, какое было у вас? И на был данный и момент? механик-водитель. Они меняются как-то? Да. Так, было механик-водитель. Был механик-водитель, наводчик, пока курсантом в училище закончил, почему младшего и дали. Командир мотострелкового отделения. А так вообще механик-водитель был. Младший сержант. Да. Ну, там А учебки сюда и получил. приехали? Сюда приехал, я не знаю даже, звание нам, может, и оставили, младший сержант, стрелок. Просто 423-й мотострелковый полк. А какого числа вы сюда приехали? По-моему, 4 числа. Вы контракт какой-то подписывали? Да. У Ну, нас то есть вы служили и поехали сюда? Или Я вы... не служил, я Место? работал А где работали? на железной дороге. Железной дороге. Зарплата какая была? Ну, полностью или с учетом алиментов? Давайте полностью. Ну, где-то 40-45. 40-45. Ну А да. с принципе, учетом нормально. элементов? Нет, это если с элементами всего. А. А если без алиментов? Ну, 30. С копейками. Короче, на руки 30, реально С 40. копейками. Понял, да. Понял. А сюда вы поехали чего? Сюда поехал. Ну, деньги надо были. О, хоть честно, просто и понятно. Без- Сколько пообещали денег? От 160 до 208 Угу. А зачем деньги? кредита. У вас кредитов много. Достаточно. У меня счет приставами арестован. За что? Что вы натворили? Ну, за то, что не смог кредиты выплачивать. То есть А кредиты? сколько кредитов, какая сумма? Около 300. Тысяч. Что вы iPhone себе взяли в кредит? там, что ли? За 300 тысяч последний. можно было не iPhone взять. А что нужно? Да нет, просто постепенно там накатились проценты. А что вы брали, если не секрет? Да особо ничего, долги раздавал.
У вас хорошая эта история. Мы уходим все вглубь дальше и больше. Ну, это интересно. Ну, на самом деле, это интереснее, по крайней мере, начинается. Ну, чем помог другу, выручил близкого человека. Мгм. Ну, а он как бы повернулся не совсем лицом ко мне. Мгм. И вам потом пришлось брать кредиты для Пришлось того? отдавать, да. Для того, Как-то чтобы вылезать отдавать из долги. истории. Мгм. Мгм. Вы добрый человек. А зачем вы приехали людей убивать, кроме денег? Ну, то есть, нет, неправильно поставил вопрос. Приезжать, убивать людей за деньги. Это вообще, думаю, как железную дорогу согласуется здесь с вашей делать. добротой? Как бы официально думал от железной дороги, и железную дорогу буду здесь делать. Вас как-то направила железная дорога? Ну, как бы от железной дороги просто сказали в военкомате, там придешь и скажешь, что железнодорожник. Вот, направят железную дорогу. Тут у нас отправляют сети делать. Почему бы не делать железную дорогу? Еще раз. Вам на работе железная Не на дорога- работе. А, все. Ну, то есть это не Ну, было. вообще, как бы я думал, да, железную дорогу делать. Понял. Я как бы 20 лет на железной дороге, поэтому... Когда вы пришли в военкомат, Слушай, но если они не врут, то Военкомат в да, конце августа. а они по ходу не могут все просто брать и вот врать, понимаешь? То есть ну, я не верю, что их не научили стрелять с автомата, да, но всем вдолбили одинаковый текст, который они должны говорить, да. То получается, что вас всех, просто всех, кто сюда ехал в последнее время, обманули, что вы едете сюда, но воевать вы не будете. Вы будете делать черти что. Ну, как бы я в основном думаю железную дорогу, потому что едут теплосети устанавливать, железные дороги. Как бы я думал, что да, рассчитывал, что железную дорогу делать, потому что 20 лет на железной дороге работаю. И вам в военкомате сказали, что так будет? В военкомате тоже так говорили. Только получилось маленько по-другому. Вывезли в лес, ничего не сказали, не объяснили. А вот что вы можете сказать по поводу того, так честно, что вас всех так дурят жестко? Вам говорят, что вы железную дорогу будете делать, а вы едете на Да, они смерть. они в последний момент уже, когда выбора особо не остается, они по факту вот привезли в лес, выкинули, все, а там уже делай, чего хочешь. А куда деваться, Тому непонятно. человеку в военкомате с ручкой в очках, который пишет вот это все, что вы ему можете передать? Ну, даже не знаю. Ну, хороший парень, все правильно, или как? спасибо, значит. Спасибо. Да вот спасибо говорить не за что, как бы. Хотелось он бы же отцам вам- командирам в глаза посмотреть, Командир? которые оставили. Это мы дойдем. Давайте чуть-чуть по порядку. Хорошо. Вы когда, в какого числа пришли в военкомат? В конце августа. Ну, это там 20 или 25 число. Ну, где-то так. Мгм. Так, пришли в конце августа, подписали все, что подписали, вам говорят, все, едешь. Нет. Направили в Псков. С Пскова с Белгорода в Валуйки. И там все как бы сказали, вот, контракт будет. Потом привезли в палаточный лагерь. Там показали контракт. Это какое число? Тоже затруднили. Ну, где-то тоже конец августа. Ну, пусть будет 29 число. Думаю, попозже. Вот, показали контракт, там наполовину заполненный. Вот. Как бы дозаполнили. Все. Потом Я нас... хочу уточнить. Дорога кем оплачивалась? От вашего военкомата до вот этого палаты? Алуек. Лалуек. Вот военкомата? Да. Не знаю. Ну, точно не мы платили. Ну, не вы лично, не Нет. СС. То есть это там... Вас везли. А где вам впервые дали автомат в руки? В палаточном лагере. Там, в Алуйках этих. Нет, не в Валуйках, в палаточном лагере перед отъездом. А где палаточный лагерь находился? В поле. В поле. А когда вам дали автомат, вы не задумались, что с автоматом, в принципе, чинить дорожные путя? Ну, я так понял, обезопасить себя, там, чтобы он был под боком. Как бы То думал есть для вы этого. еще там в палаточном лагере верили, что вы там что-то будете ремонтировать. Ну, я до последнего верил, что буду что-то ремонтировать, потому что я это хоть умею делать. Хорошо. Значит, какого примерно числа? Это конец августа, да, уже палаточный городок? Ну, начало сентября. Уже даже начало сентября. Второе пусть будет. Примерно, да. Дальше что происходит? Посадили потом в машину, повезли, вот, сначала привезли в Донецкое,
Вот, с Донецка там полдня побыли, увезли в лес, все там. Пришли как бы, ну, вели ночью, поэтому пришли, темно было, ничего не видно. Утром подошли, я так понял, то ли офицеры, то ли кто, сказали там, вы несколько человек сюда, вы несколько человек сюда, не объяснили там толком ни роту, ни взвода, ничего. Все, и живите в блиндажах. Так, сколько вообще вокруг осязаемо было народу? Ну, приблизительно, я так понял, где-то около 80 человек. Угу. И все по разным блиндажам, там каким-то Да. окопам, да, находились? Ну, там в блиндаже там по 2 человека, по 3, где-то один. Так. И что, вы сидели в этих блиндажах, что вы делали? Сидели, все, ничего не делали. Сидели что-то, я не знаю, ждали, не ждали. И это было уже какое число? Вот у нас 4-го как привезли, вот с 4-го и до конца. Итого, давайте я зафиксирую для зрителей. Вы, по сути, в военкомат пришли 25 августа. Ну, там, неважно, плюс-минус день. Уезжал я 30-го Ну, уже. конец 29-го, августа. 29-го, так, по-моему. смотри, это скорость даже круче, чем мобилизация в ДНР и ЛНР. Да, сейчас пошло у них очень Да, я бодренько. хочу поэтому- Конец августа человек пришел, начало сентября он Неделя уже в окопе. Да, у вас Начало сколько- сентября у он вас уже в получается, окопе. по сути, за неделю Всё. в окоп. Вот Да. От момента я хочу и через неделю с автоматом. в Если окоп. бы повезло Да. чуть-чуть меньше, то в принципе в смысле о починке железнодорожных путей он уже мог бы оказаться где? В смысле? Ну, если бы повезло вам чуть-чуть меньше. Ну да. Да. Ну, где-то А были там. какие-то стрельбы, хотя бы обучение? Ну, учили, да, там, Все-таки обучали. Сколько Ну, раз стреляли. стреляли? 2 раза. О, 2 раза. По магазину? А до этого вы сколько раз стреляли До этого только в армии. в армии? Ну, там, поскольку по несколько патронов в учебке давали стрельнуть. То есть ваша вся подготовка военная заключалась в данный момент в том, что вы 2 раза постреляли. На данный момент, ну, 2 раза, да, увозили. Так, и что еще? Стрелять все. Объясняли тактику, стратегию, я не знаю, там может быть ползали как-то, по канатам по каким-то лазили? Не, там, по канатам не знаю, лазили. По канатам не лазили. Кувырки какие-то делали, гусиным шагом ходили, что-нибудь. Не? Ну так, в окопе сидели, стреляли по мишеням. Там, из окопа в окоп там передвинулись. Из окопа в окоп по мишеням. А где мишени были? Перед нами. А, то есть вы ходили, сами их выставляли и по ним Нет, стреляли? нет, они стояли. Всё. Учебные, тренировочные окопы. А, ну это то, что имеется в виду, что... Сюда, сюда. Да проходите, только да, чтоб там запись просто. Вы понимаете, что у нас добровольный, свободный разговор? Понимаю? Можете даже отказаться, сказать, я не хочу вообще с вами говорить. Просто голова шумит, нет, я могу общаться. А голова шумит? А голова шумит, потому что что-то прилетело рядом? Мгм. Ну, расскажите тогда быстренько, что там дальше было. Сидели в этих окопах? Ну, и что? Ну вот, там начали потом народ собирать срочников, куда-то увозить, патрулировать, не знаю. Я пообщался с парнями, пошел спать. С утра проснулся, вот 4 человека, ну 3 рядом, как бы было. Сказал парням, что мы до этого сухпай получали, сходить к офицерам за сухпаями, молодые парни. Они пошли, говорят, типа, они спят. Ну, раз сходил, 2 сходил. Пришли парни еще наши, тоже 3. И нас вот было 4. Сказали, типа, что хоть мы тут остались, вот, потому что даже с парнями, с которыми я ночью общался, их тоже уже не оказалось на месте. Я думал, они пошли сухпаи забирать и одежду теплую. Ну, как оказалось, там потом решили заглянуть к офицерам, а там никого, броник висит. А офицеров никого нет, лагерь пустой. Вот мы всемиром Так, начали ну, выбираться обратно. Подождите. Логика. Никого нет. Никого Что нет. делать надо в первую очередь? Уходить. Не, связаться же, наверное, надо. Связи не было никакой. Если бы я знал еще, кто там именно офицеры были, связи не было никакой. Ну, что ты им скажешь? Мы там вообще без связи были, без всего. Я даже не знал, там, как они связываются, чего. Потому что ни рации, как бы у меня ничего не было. И вот мы всемиром, как бы без связи, без всего решили доходить до, где получали сухпаи, до школы, так называемой. Вот. И всемиром, потому что пошли туда. Там опять тоже никого.
Сухпаи на месте, все валяется. Ну, парни говорят, заглядывали, да, там, мы что получили, то тоже на месте осталось. Вот. То, что в школе, там, сухпаи, говорят, было в подвале, парни, кто заглядывал, говорили, что там и лежат. Но решили дойти до Донецкого. Там тоже под обстрел попали, дошли до туда. Решили идти Минометный до... обстрел или какой? Артиллерийский Ну, обстрел? кассета прилетела. Опять кассета. Вот. Так а где вас контузило? Дальше? Ну, где-то около Донецка. Да я сначала там толком и не разобрал, потому что начали прятаться от взрывов. Потом решили идти до Изюма, потому что мало ли кто там остался. Ну вот, перешли, что наши мосты взрывали все. И вот пришлось брод переправляться. Глубокий был? Ну, где-то выше колена. Это через что вы переправлялись, брат? Ну, мост был взорван, нашли Так. понтонный мост. А что за река? В Донецке не знаю. Не знаете. Так, и Понтонный как? мост тоже оказался под водой. Мгм. Ну, переходили вот вброд. Мокрые дошли, там нашли какой-то дом. Что, получилось перейти всю? Прям не глубокая такая была? Ну, как бы перешли. Мы вот где понтонный мост был, вот мы по понтонному мосту и шли, только что он под водой был. Понял. Так, перешли. Перешли. Ну, уже как бы темнело, поэтому дошли, там нашли какой-то дом заброшенный, там решили в нем переждать. Переждали до утра и пошли до Изюма. У вас Вот. телефон был с картой или как? Нет, А как вы там на местности? кто-то подсказал. Да и следы были видны от того, что колонна шла. Вы по дороге шли? Да. Вот. Потом пришли, я так понял, наверное, был Изюм. Видели, там много брошенной техники было, с зажженными даже фонарями. Вот. Кто-то из местных сказал, что типа 72 часа дали в пятницу на то, что на выход. Вот. Кому это дали 7? Это вообще такая загадочная история. Про этих Я не 72 знаю, часа. за что купил, за то и продаю. Местные сказали, вот в пятницу было объявлено 72 часа для выхода. Ну, как бы в Изюме мы тоже никого не застали. Ну, решили уходить. Куда? В какую сторону показали. И вот попали. Пришли в плен. Попали, да, в плен. Да я так и не понял, в какой момент вы получили ранение. Ну, я сам еще толком не разобрался, потому что уже... Ну, у меня когда тем- шли, у вас уже было ранение? Я не чувствовал ничего. Мы за день прошли километров. Поэтому там толком... Быстрым темпом. Быстро, не быстро, но Ну, идти шли, приходилось. обижали, по сути. Брошенный. Ну, достаточно. Российский. КамАЗы. А что, не КамАЗы, было на танки. ходу ни одной? А у нас водителей механиков, наверное, не было. Не, а вас из 7 человек? Вы не могли сесть и поехать? Ну, техника, во-первых, как бы какая-то на обочине была. Разбираться тоже в ней надо, чтобы, если, допустим, даже хоть в танке, хоть в батареях, надо человек, который понимает в этом. А вот такой вопрос. Сколько единиц, назовем это целой техники, вот за весь ваш вот этот поход 40 километров? Ну, допустим, я даже не знаю, целая ли она была, Ну, на глаз, типа, не сожженная. не сожженная, В штуках. 3 штуки. не сожженной, ну, может, около 10. Ну, то есть брошенная, типа условно целая. Ну, я так понял, она там, кто-то, видимо, в двигателе копался, она неисправная была. Мгм. Потому что там крышка была снята. Не, это просто странно выглядит со стороны, когда вот идут люди, которым надо пройти большой отрезок, промежуток пути, и стоит куча машин, и они не пытаются ни на одной поехать. Ну, они какая-то в канаве лежит, какая-то где-то двигатель, там, ну, крышка снята, видимо, что не завелась или что. А тут надо человек обученный, чтобы ехать. Как необученный человек поедет на танке? И танки стояли. Да. Танк Мы видели. попытались, да, Дима? Ну, мы... Смотрите, вот за этих там 3 дня была освобождена вся Харьковская область. Наши военные подбили статистику, где отчитали, что было захвачено там 300 плюс единиц техники. Сегодня вам зачитывались там список, сколько танков, там Орланы, целая фотография есть. Как вы думаете, из того, что вы видели, если взять всю Харьковскую область, это число
Реально или нереально? Ну, я как бы здесь, ну, в Украине я как бы недавно, поэтому я не могу сказать, сколько вообще здесь техники было. Согласен. Да. Все. Я не ориентируюсь в этом, Так, поэтому... звонить нам некуда. Что вы, каким вы выводом пришли по ходу всего этого вашего путешествия? Что вы можете передать другим россиянам, которые собираются вот в Украину? Как вы? Я не знаю, что им передавать. У меня одна мысль — посмотреть в глаза отцам командирам, которые нас там оставили. Бросили как собак. Может быть, стоит другим россиянам сказать, не ходите в Украину? Во-первых, нет смысла, во-вторых, вас бросят. Я как думаю, собак. они знают об этом прекрасно. Что А вы здесь знали? делать нечего. А вы знали? Что, разве нигде не надо железной дороги? Не-не-не, он про другое. 25 Он думал, что он едет железную дорогу Ну да, делать, и понятно. на этом как бы стоит. А вы понимаешь? знали То есть вообще, что здесь полноценная война? Ну, Вот на 25 спецоперация. августа. Хорошо, пусть называйте это спецоперацией. Знал. Вы не видели никаких интервью наших? Но я особо телевизор не глядел. Слушайте, подожди, стой, спецоперация. Вы оккупант? Не знаю. Давайте подумаем. Вы пришли на чужую страну с оружием. Если с оружием на чужой территории находишься, с одной стороны оккупант. А с другой? Ну, А с слов другой много. ты человек, который пришел, думал, что он будет чинить железные дороги. Но это ваше внутреннее, а мы уже его поняли. И я имею в виду объективные вот данные. Вот есть страна, да, государство, да, есть, со своими территориями. Вот с другой стороны приходит человек с оружием в составе там, войск другой страны сюда. Вот это вот люди, они оккупант? По сути, получается оккупант. По сути, да. Есть вопрос? Да, как бы тут вопросов-то и быть не может. Значит, и не будем затягивать. За неделю призвали, в окоп поставили и повоевал неделю. Командиры кинули. Жил в блиндаже, и даже не воевал. Жил в блиндаже, командиры кинули. А давай мы поговорим про эту тему. Владимир, мне кажется, открывается новая эра в российской армии. Это эра набора кого-нибудь, как-нибудь, где-нибудь, и отправка даже не по экспресс какому-то курсу, а по мега-экспресс курсу. Слушай, во-первых, на мой взгляд, в принципе, ничего не изменилось. С первого дня наших интервью ничего не изменилось. Первых отправляли сюда, потому что они шли на учения. Они не знали, их обманули. Ну, мы с тобой в это верим, зрители в основном все не верят, давай на это делать скидку. да. Надо сказать, что я тоже понимаю, что в множестве случаев они прекрасно знали, куда они едут. В крайнем случае, из разговора с некоторыми из офицеров мы уже понимаем, что перед границей им доводили это. Доводили. Не всем, но доводили. Но некоторым доводили. Все зависит от степени бодуна того или иного командира. Потому От что этого- было 23 февраля. Да, от этого зависели и предлоги вторжения, но действительно часть из них, действительно большая часть, я бы так сказал, из них вообще не понимала, что происходит. Да, первая Дальше. волна, назовем их незнайки. Да. Первая волна — это учение. Ехали на Учение. учение. Вторая волна — это все... Сбор контрактников по всей Да, Рашке. сбор контрактников по всей Рашке, кого можно было собрать только. То есть кто еще где-то там идейный какой-то вояка, Да, идейные да, военные, короче говоря. То есть вот всех вот этих вот пособирали, сказали, ребята, так нужно. Это да, где-то было до июля месяца. за приблизительно. родину. Там. Июль месяц, это вот вторая, до июля месяца включительно, до конца, это была, мы для себя, вот так если брать хронологию, рисуем, что это вторая волна. Тех, кто не смог уволиться или не дожал, тех вот так вот брали и Да. Это ипотеки, да, кредиты, ипотеки. Это вот вторая все волна. между контрактники, которые не смогли спрыгнуть, у которых или накопления, Да, или обязательства. Короче, идейные контрактники, ипотеки, кредиты и все такое Да. прочее. И третья волна, она, на мой взгляд, самая интересная, которая сейчас идет. Ну, как самая интересная? Не в формате разговора самая интересная, а в формате того, что приходит им постепенно... Перебью. Есть еще волна 2,5. Это пример срочников, которых силой, обманом и пропагандой, и угрозами, по сути, Да.
со стратегических важных ядерных объектов срочников поснимали, грузанули 20-летних пацанов на... В любом случае, видео с ними со всеми у нас уже есть. Уже То есть, вы посмотрите, одно было вчера. Но я бы их к третьей группе Нет, все-таки относил. это все равно контрактники. Это не категория, которых... Не категория бомжей. Да, не категория бомжей. Ну, окей. А дальше сейчас идет категория бомжи, зэки, погрязшие в кредитах, погрязшие в долгах. Ну, то есть не то, чтобы не мотивированные и не то, чтобы не военные, а просто вот, ну, бомжи. Третья волна, по сути, это отбросы общества, вот так вот мы их назовем, которые делятся на 3 категории. Алименщики, должники, зэки и, ну да, и все, кто там безработный, кого смогли зацепить и кому нечего, по сути, терять. То есть вот это вот пример, явный пример этой категории. Да. Ну, еще раз подобьем. Первая волна учения, да. Там все подряд вояки российские, которые там половина знали, половина не знали. Вторая волна, которая это контрактники и военные, которые не смогли спрыгнуть, потому Да. что кредиты ипотечники и идейные. Я бы туда же отнес бы и этих срочников, о которых ты говорил, потому что Ну, это я тоже лично для себя. контрактники. Ну, они стали контрактники, по сути, обманом, по принуждению. Ну хорошо, это 2 прим контрактники. И по третья, принуждению. И третья бомжи. отбросы общества. Бомжи, отбросы общества. Все. Четвертой, по моим предположениям, Мобилизация четвертой, должна быть. это или да, должна быть какая-то тотальная мобилизация, где уже должны делать так, как делали вот в так называемых ЛДНР, то есть просто ловить их на улицах и отправлять сюда. Или же нет, потому что по желанию никто не идет. Или же это должно быть какое-то уже объявление войны, для чего нужен какой-то явный предлог, то есть это надо как-то аргументировать. И, в общем-то, все. Причем мы должны четко осознавать, что вторая и третья категория, а третья вообще однозначно, у них нету никакого мотива, кроме деньги. У них нету ни желания реально бежать, стрелять, потому что, во-первых, они не умеют, подготовки у них нету. Это, по сути, выглядит как типа разнарядка под любой ценой. Нам надо 12 человек, которых неизвестно, где вы возьмете, как вы их возьмете, но их надо записать, что они Если батальон. взять мотивированных именно воевать, то у нас из мотивированных именно воевать, из вот этих всех наших 400 или 500 уже интервью, 20 максимум. было, ну, я даже думаю, до десятка. Именно тех, которые идейные, вот, и они идейно, то есть вот они собирались воевать, они что-то об этом знали, они как-то понимали вообще, что они собираются делать. Вот если собрать воедино все вот эти вот факторы, что люди знали, куда они едут, понимали, что они будут делать, собирались реально воевать и имели к этому ко всему идеологический мотив, а не просто там ипотеку или приказ, в котором они разочаровывались сразу же, то таких до десятка, я думаю, там вообще было, если не единицы просто. Причем очень важно понимать, и вы должны это видеть практически по всей линии наших интервью, это то, что командиры практически всегда бросают людей своих. То есть под любым предлогом они не то, что могут быть брошены, они будут брошены. Формулировка следующая. Не, ну это без сомнений. Ну, то есть, Ну, во-первых, рашисты, именно вот рашисты, которые, они, в принципе, все равно нам не поверят. Но если даже те же рашисты как-то поломают свое желание кричать фейк на каждом шагу и послушают наше интервью, они поймут, что как раз-таки наши интервью с первого дня реально отражают реальное положение вещей. Как бы вам это ни нравилось, можете плеваться, можете кричать, можете монитор себе побить, вы там молотком, вы любите эти вещи, картина даже. Но это не изменить. Потому что именно с первого дня все, что у нас рассказывают на интервью, все это подтверждается объективными данными, и происходит это по сей день. и по сути, вот последние орки, которые были, рассказывают, почему наши успешно освободили Харьков. И довольно легко, к счастью. Да, и потому без что- особых жертв. Потому что там рассказывают в Раше, что с огромными жертвами войска НАТО забрали Изюм. Ну, в общем-то, вот вы сейчас вот слышали одну из таких историй. Множество 150 подобных. тысяч миллионов солдат Да, не из НАТО. 150 тысяч миллионов. Блядь, надоело. Ну, Ну, будешь резать. не буду. Будешь. Последний вопрос у меня к тебе.
Ты долго будешь троллить костюм мой? Ну, потому что... Ты третье интервью сидишь и просто троллишь мой костюм. Потому что- Гопник там расскажешь. Гопник. Если ты одел этот костюм, тебе надо было взять семки. А так ты не до конца. Поэтому сейчас шатну тебя. Давай представим себе картину. Ты пришел в больничку. Да. В больничку. Нормально в спортивном костюме в больничке? Ну ты же не в больничке. Да, я в психлечебнице уже полгода нахожусь. Добрый день. С пациентами прямо рядом. Хоть я и не врач. Но то, что они пациенты, ты будешь спорить с тем, что они все слегка больные или не слегка? Кроме третьей категории. Третья категория тоже больные. Ну как? Ну войти никакие за 150 кредиты, тысяч умереть. ну, никакие согласен. кредиты не стоят того, что и даже если они, ну как это, они бомжи, ну их там тоже лечить надо, наверное. Так, любі друзі, підписуємося, ділимося відео, ставимо лайк. Так что нормально себя налегке Как по пацанячему на спортике. на спортике. Все, Давай, выключай. Побежал. Ты у нас спортивный. пой песню. Червону калину пой. Потому что, ты знаешь, там оштрафовали. Кого? Свадьба была в Крыму, под червону калину люди станцевали. На 15 суток директора ресторана. Всех оштрафовали, всех наказали. А мы нацисты, понял? Да, военный рашист какой-то там мне в форме пишет. Конченый. Ты ж набери все-таки, потому что мне же интересно. Пишешь, а что? Пишет там, звонить там на ты.